В этом видео мы покажем вам небольшие моменты нашей теплой осени дома в Одессе. Те моменты, которые не вошли в какие-то наши другие осенние влоги. К нам на дачу тоже осень уже пришла такая поздняя. Шиповник собрали с Алисой и сушим. Алиса, мой помощник, срезает мяту, будем сушить. Чем я занимаюсь вечером на даче? Я жарю груши. Покажу один вкусный рецепт. Листья салата промыла, разложили. Купила вот такой хамон. Дальше нужно груши нарезать и обжарить. Обычно Алиса мне помогает что-то делать, но вот нож в руки такой не хочу и давать, он очень острый. Я купила вот такой сыр, дорблю, он пойдет в этот салат. Обжариваю эти груши на сковороде, так, чтобы они вот прям хорошо сок пустили. Делаем соус. Это терияки. Я взяла готовый, добавила туда французской горчицы и немножко сока лимона. Далее выкладываем наши обжаренные груши сверху на листья салата. И заливаем этим соусом. На терке трем сыр, стараемся, чтобы он распределился равномерно. И затем из хамона я сделала вот такие розочки для декора и вставила их в салат. Кто помнит, в одном из прошлых видео мы с Таей в Марселе купили цикаду. А теперь эта замечательная цикадка висит у нас на даче. Эксперимент мы проводим. Не, она на малых не реагирует. Рост маленький. Папа прошел, и цикада включилась. Там датчик движения, получается, в ней стоит. Оп, молчишь. А ну давай. Пойди, пап. Вторая попытка. Устал, наверное. Нет. Не устал. Мам, дай мне вкусняшку. А еще у нас сегодня вот такая вкуснятина. Гена готовит креветки со своим специальным соусом, в котором я не разбираюсь. Он напоминает апельсинчик по вкусу, и это очень-очень вкусно. Говори Иванке пока. Ивана уезжает, прощайся. Пока. До следующих выходных, скажи, да? У тебя руки грязные. На день рождения Гены я решила сделать ему подарок и подарила ему парный массаж. Ну и себе, конечно, любимый. Не обычный массаж, а массаж горячими камнями. И такой опыт у нас впервые. У нас за долгое время впервые был такой час релакса для себя, без детей. Потом мы поехали погулять на лонжерон, подышать морским воздухом. Народ купается. Полная ванна устриц. Видели такой своеобразный декор? Тая на выходные любит ездить к бабушке с дедушкой и проводить время с Анаис и Наоми, их котами, которых мы когда-то привезли из Грузии. Воздушный спорт, стихия Алисы и Олимпиец — это то место, где Алиса проводит очень много своего времени по вечерам. Для меня здесь какая-то особая атмосфера. И вы знаете, заходишь, и вот этот запах такой резины от беговых дорожек, запах стадиона, я его уже ощущаю и привыкла к нему. Ножки натяни, колено. Возвращайся к человеку на Луне. Натяни ногу, колени. Колени, Алиса. Это Кристина, тренер Алисы по кольцу. И еще у нее несколько тренеров по гамаку. Это Ева, еще есть Оля и Сона. Алиса всегда с радостью бежит на тренировки и всегда хочет остаться на дополнительный час какой-то, заниматься еще. Помимо воздушной гимнастики Алиса еще ходит на художественную. Мы очень долго не выходили на соревнования, потому что была смена тренеров. Наш тренер улетел работать в Словакию по контракту, и у нас сейчас другой тренер, другие индивы только будут начинаться, только сейчас вот будем менять ей все композиции. Буквально неделю назад Алиса на чемпионате Украины по воздушной гимнастике заняла первое место в своей категории в аматорах по гамаку, и это очень круто. Соревнования Алисы, все ее какие-то радостные моменты покажу вам в одном из следующих видео. Тая ушла из спорта. Я надеюсь, что временно, потому что это просто моя боль. Я очень хочу, чтобы она вернулась. Но, естественно, как мама, давить на нее я не буду. Она сейчас занимается только музыкой, она играет на фортепиано, и в ближайшее время у нее будет большой концерт. Вы тоже это все увидите. Возьми
Большая часть моего дня уходит на то, что я личный водитель Алисы, потому что ее нужно отвезти на тренировку, подождать, забрать, перевести на вторую тренировку по художественной гимнастике. Это реально занимает половину моего дня. А еще с утра есть школа, в которую тоже нужно отвезти и потом в обед ее забрать. Ну и также у меня же должно оставаться какое-то время на себя. Вы часто задаете вопрос, как я все успеваю. На самом деле, мне кажется, что я не успеваю ничего. И у меня постоянно какой-то хаос, я все время куда-то еду и бегу. Вот так на самом деле мы снимаем видео. Всего 200 километров от Одессы, и мы находимся в неимоверной локации. Перезагрузка. Буквально 200 километров от Одессы, и мы в неимоверной локации. Место силы и 2 дня перезагрузки. Глэмпинг Ланкастер, который находится в Дунайском биосферном заповеднике. Ура! Отойди, Алиса, ее будет тошнить, говорю. Уйди. Костер и шашлык — это вообще мужское дело. Но так как мы сами сегодня, то вот чем мы занимаемся. Начало зимы, и у меня всегда на даче куча работы. Листья. Сколько же здесь листьев, вы даже не представляете. Мне кажется, эта грязюка во дворе не закончится никогда. Убираешь, и все бесполезно. Пока вот эти грязные работы не закончим, так и будет. Много помогает мне, но много и вреда от Алисы бывает. Давай. Желание. Желание пусть сбудется. Я сегодня всю беседку вымела. Много листьев было, очень много. Дост, не балуйся с огнем, хорошо? А еще дорожку всю убрала полностью от листьев. Она вся была желтая. И здесь поубирала на этой полянке. И осталось вот только здесь. Мы с Алисой на Староконке купили вот такую лампу Джина. Покажи, Доца, эту красоту. Просто идеально. Она большая. Чего здесь только нет. Я довольна. Алисе для выступления самое то. Я обожаю такие места, эти блошиные рынки. У нас в Украине остались буквально в Киеве есть, я знаю, на Подоле. И у нас вот в Одессе это Староконный рынок. И я сюда выхожу, и это как какое-то волшебство. Чего здесь только нет. Бабушки выносят какие-то свои старые вещи. Здесь можно найти различный раритет, предметы древности и старины, монеты, драгоценности, различные украшения. Здесь всегда можно встретить очень много иностранцев, коллекционеров с видеокамерами, которые снимают, с кем-то советуются, что им купить и что выбрать. Алиса достала свой поезд, лего-поезд, сама все собрала и играет. А я работаю. Она молодец, дает маме пару часов времени, чтобы заработать денег. Моей мамы день рождения, и мы ей выбираем пылесос. Она хочет, чтобы он все делал сам, и мы выбрали вот такой вот Philips. И не знаю, вроде как должен быть удобным для нее. Это вы ставите на пол для того, чтобы он подбежал и оставлял. Половину денег дала Ася, поэтому это будет подарок от нас всех. Алиса сейчас дома, навела полный срачельник в нашей комнате, и она решила, что Симе, нашей кошке, очень интересен концерт Леди Гаги. Вот она ее посадила и заставляет с ней вместе смотреть. Еще у Лисы болит живот, и мы боимся, чтобы это не был приступ аппендицита. Поехали в больницу в 12 часов ночи в этот день. Это ужас. Можно правую? Самый не жалкий пальчик. Где была? Вот. Какой тебе Рисуешь ты какой? Вот этой ручкой? Какой самый не жалкий пальчик? А, вот этот. Потому что указательно мы, может быть, в телефоне поиграемся. Ты молодец, уже все. Умница. Утром рано мы уже были на тренировке в зале, потому что аппендицит исключили. Хирурги сказали, что Алиса не их пациент, она просто чего-то наелась и перегрузила желудок. Сейчас у нас строгая диета до самого Нового года теперь. Острого, соленого, сладкого, мучного ничего нельзя. Нужно посидеть немножко на такой щадящей пище, на варененьком.
Алиса сейчас с Евой учит новый номер. У нее будет совершенно другой образ к следующим соревнованиям. Не знаем точно, но, скорее всего, это будет уже в феврале. Делай листочек, как ты делала ее. Поставь одну ручку, и вторую ручку возьми за вашу, хорошо? Одну ножку, потому что ты заматываешь. Да. Сделай вот эту строчку вместо своей. Сделаешь эту? Давай ты это сделаешь, хорошо? Попей водички.